Скажите вместе со мной, это моя Библия. Это моя Библия. Это Слово живого Бога. Это Слово живого Бога. Если я буду верить в это Слово и поступать так, как говорит это Слово, я буду иметь все, о чем говорит это Слово. Аминь. Аллилуйя. Хорошее провозглашение. И, друзья, провозглашение имеет силу. Поэтому не забывайте, наше провозглашение, вот Макс, он просто сказал, брат просто сказал, пошутили вроде бы, как посмеялись, ага, раз и исцелился. Наши слова имеют силу, не забывайте это, друзья, и просто высвобождайте Слово Божье в вашей ситуации. И давайте мы откроем сейчас Евреям, послание Евреям 12 главу. И пока вы открываете, я хочу помолиться. Господь, я благодарю Тебя за этот день, и я благодарю Тебя за Твое присутствие. Я прошу Тебя, Иисус, Ты, который присутствуешь на этом месте, Духом Святым, я прошу, чтобы Ты преломил с нами Твое Слово, чтобы наши глаза открылись и наши жизни изменились. Господь, я прошу, чтобы это Слово было больше, чем информация. Я прошу Тебя, Господь, чтобы через это Слово Ты изменил ход нашей жизни. И мы обещаем Тебе всю славу во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евреям 12 глава. Я хотел бы просто прочитать это место Писания, 28-29 стих. Я верю, что это важно, это то, что должно помочь нам создавать атмосферу сверхъестественную в нашей жизни. Итак, мы, принимая царство непоколебимое, как вы думаете, о каком царстве здесь говорит автор? Какое? Громче можете сказать? Божье царство. Так ведь? Итак, вы, принимая Божье царство, которое является непоколебимым. Мне это нравится. Всякое царство, которое не является Божьим, оно поколебимое. Аллилуйя. И Бог желает, и Он заинтересован, поместив уже в нас Царство Божье, потому что Иисус говорит, что Царство Божье внутри вас. Он желает, чтобы мы не прилепили к этому царству свое. Он заинтересован, чтобы это царство было Его. Чтобы не было никакой примеси, чтобы мы не придумали никакое учение, не добавили, не дай Боже, убавили что-то. Вы понимаете? Поэтому Дух Святой заинтересован, чтобы Его царство росло в нас, и чтобы Его царство, оно вытекало из нас. Потому что основная цель Бога, чтобы Христос был виден в нас и явлен через нас в этом мире. Вы слышите меня? Главная цель Бога, для чего Он спас нас, для того, чтобы Иисус Христос был явлен в нас и явлен через нас этому миру. И Он является царем и Господом Божьего Царства. Вы понимаете? Поэтому, принимая Его Царство, в котором царем является Иисус Христос, это очень важно понимать. Потому что многие верующие сделали Иисуса Христа своим Спасителем, но немногие верующие сделали Его своим царем. И в этом есть большая проблема. Потому что если бы верующие делали Иисуса Христа своим царем, они бы не чудили и не творили и не жили так, как им хочется. Они бы почитали царя, почитали Его Слово, уважали, имели благоговейный страх, благоговейное почтение и были послушны царю. Вы понимаете? Потому что очень важно понимать одну вещь, что Царство Божье – это не пища и не питье. Царство Божье – это что? Праведность, мир и радость в Духе Святом.
Очень часто люди только думают, что радость в Духе Святом. Но мы не понимаем смысла этого слова, этого местописания. Что только в Духе Святом является Божье Царство, которое является праведностью, миром и радостью. Вы слышите? Только в присутствии Духа Святого проявляется Царство. Там, где нет Духа Святого, там, где не двигается Дух Святой, Царство Божие не будет проявлено. Царство Божие проявляется в присутствии Духа Святого, в атмосфере Духа Святого. Поэтому Библия говорит, что Царство Божье – это не внешние атрибуты. Царство Божье – это там, где действует Дух Святой. Вы понимаете? Это праведность, мир и радость. Вот это классификация и атрибуты Божьего Царства. И это все находится в атмосфере Духа Святого. Там, где есть Дух Святой, там будет присутствовать Царство. Праведность, мир и радость. Аллилуйя. Поэтому мы, принимая Царство с Его Царем, Иисусом Христом, написано, мы принимаем точно так же и ответственность. Нельзя принять Царство без ответственности. Сегодня так много безответственных христиан. Ну, не в нашем собрании. Где-то там. У нас все ответственные. Но Писание говорит, невозможно принимать Царство и принимать его без ответственности. Потому что дальше автор послания говорит, принимая непоколебимое Царство, будем хранить что? Благодать. Незаслуженное благоволение Божье. И слово «будем хранить» налагает на нас ответственность, что мы ответственны вообще-то за сохранность благодати. Что такое благодать? Это Божья любовь, Божья милость, незаслуженное благоволение. И я говорил, что благодать – это основание Божьего Царства, друзья. Это то, на чем стоит Божье Царство. Божье Царство не строится на законе. Божье Царство не строится на правилах. Вы слышите? Божье Царство не строится на правилах. Вот это тебе можно, вот это тебе нельзя. Вот это тебе можно, вот это тебе нельзя. Это мне нельзя, но очень хочется. Может быть, можно? Нельзя. Мы говорим, ну хорошо. И мы такой ведем аскетический образ жизни, мы думаем, что мы верующие. На самом деле, это не Божье Царство. И этим никто не угождает Богу. Вы должны понимать, что мы угождаем Богу верой. Мы угождаем Богу верой. И вера – это дар, который мы приняли вместе с благодатью. Благодать – это тоже дар. Ибо благодатью вы спасены через веру. Это не от вас, это Божий дар, чтобы никто не хвалился. Аминь. И благодать – это незаслуженное благоволение. Поэтому это любовь Божья, это милость Божья. И Писание говорит, что принимая Божье Царство, вступая в Божье Царство, исповедуя Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, берите на себя ответственность, хранить эту любовь, хранить эти взаимоотношения. И единственное, как мы можем хранить эти взаимоотношения, это через наши взаимоотношения с Ним. Бог желает ежедневно иметь отношения с Ним. И когда я говорю отношения, очень часто люди подразумевают молитвенную жизнь. Молитвенная жизнь включает в себя отношения. Потому что многие люди могут часами молиться, но так не иметь отношений с Богом. Поэтому я не знаю, что для вас молитва. Для меня молитва, одно из определений молитвы, иметь отношения. Иметь отношения. Поэтому очень важно, чтобы в молитве мы имели отношения с Богом. И поэтому хранить благодать, это значит накладывает на нас ответственность подогревать вот эти чувства любви, отвечать на любовь Божью своей любовью. Аминь.
И это наша ответственность. И благодать – это основание царства, но это не полнота Божьего царства. Это очень важно понимать. Поэтому на самом деле люди, которые принимают благодать и хранят благодать, поддерживают живые отношения с Богом, обязательно должны перейти на другой уровень взаимоотношений с Богом. И это называется служение Богу. Если вы приняли благодать, то вы обязательно начнете служить Богу. Если вы приняли благодать, и вы поддерживаете живые взаимоотношения с Богом, вы обязательно перейдете на уровень служения. Люди, верующие, христиане, которые приняли благодать, но не перешли на уровень служения Богу, скорее всего, заблудились. Они не понимают одну очень важную вещь, которую говорит Писание. Итак, принимая Царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу. Вы понимаете? Что благодать обязательно приведет нас к служению Богу. И Библия говорит, благоугодно. То бишь, не на ваших условиях вы служите Богу, а на Его, как Ему угодно. Вы понимаете? Потому что некоторые придумают, а мне вот хочется вот так вот себя вести. Вот я себя веду во время прославления. Вот так вот не хочется, вот так вот. Что хочу, то и творю. На самом деле, если вы не знаете, как Бог установил порядок в служении, богослужении, поклонении, прославлении, жертвоприношении и так далее, а вы поступаете так, как вы это хотите, то, скорее всего, вы Богу не служите. Или вы называете служение, потому что вы служите Богу на своих условиях. Поэтому Божья благодать ведет нас к служению Богу на Его условиях. Вы понимаете? На Его условиях. Это я вам повторяю то, что на самом деле, как должно происходить все. И служим мы, друзья, с пониманием, что наш Бог есть огонь поедающий, со страхом и трепетом. Далее написано, что мы служим Богу, будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. Потому что Бог наш есть огонь поедающий. Аллилуйя. Мне нравится это место, потому что в нем есть все. В нем есть и благодать, и в нем есть и истина. Это то, что нам нужно для того, чтобы оставаться в балансе, чтобы нас не унесло или в одну обочину, или в другую обочину. Нам нужна и благодать, и истина. Аллилуйя. И любовь Божья, и Божья справедливость, Божий суд, Божий страх. Поэтому, друзья, я хотел бы коснуться темы не благодати, а благодати, которая переводит нас на уровень служения. И, друзья, слово «служение Богу» всегда в Писании связано с одним словом. Знаете, какое это слово? Сергей Анатольевич. Что? Священство. Когда вы будете читать Библию, вы увидите только один род, который призван на служение Богу. И это священники. Вы понимаете? Поэтому, вы знаете, когда мы изучаем Писание, особенно Ветхий Завет, вы увидите очень важную вещь. Когда служили священники и приносили жертвы, слава Божья сходила видимым образом, и люди видели это все. Чудеса, знамения, облако, столб облачный, столб огненный, то есть люди видели славу, реальную славу. Священники не могли стоять в храме Божьем. И это было только в служении священства, служении священников. Поэтому для меня сегодня, это всегда, вы понимаете, цари не приносили жертвы. Если цари приносили жертвы, то они приносили через священников. Вы понимаете? Но служение священников открывало небеса, и слава Божья приходила. И я думаю, что если сегодня мы видим так мало Божьей славы,
то это, скорее всего, из-за того, что мы не понимаем новозаветнего священства, и мы, как церковь, не вошли в священство Нового Завета, который Бог дал нам. И мы не служим, как священники, и не приносим жертвы, как священники Нового Завета. Вы понимаете? Если мы хотим, чтобы слава Божья проявлялась, чудеса и знамения проявлялись, тогда, я верю, нам нужно войти в священническое служение Нового Завета перед Богом. Потому что на священниках, вы помните, лежала ответственность носить ковчег Божьего присутствия, Божьей славы. Практически церковь, которая называется царственным священством, призвана нести Божью славу и Божье присутствие. По идее, когда мы собираемся здесь, то знаете, что должно происходить здесь? Открытые небеса, ангельское проявленное присутствие, чудеса, знамения, то есть различные сверхъестественные силы и явное Божье присутствие. Не просто, что кто-то где-то переживает, но явное. Так что грешники, видя, говорят, точно с вами Бог. Дары проявляются, Дух Божий действует, вы понимаете, да? Слава Божья действует. По идее, так должно быть. Так ведь? И если этого не происходит в массовом количестве и постоянно, то что это говорит мне, по крайней мере? Что мы на самом деле не несем священнического служения. Вы понимаете? И нам нужно знать о священническом служении. Потому что священническое служение корнями уходит в Ветхий Завет, хотя в Новом Завете оно существенно отличается. Если сегодня спросить верующих людей, что означает быть священником в Новом Завете, то люди очень часто они берут примеры из левитского священства. И я хотел бы вам сегодня показать, что это ошибочно. Что священники Нового Завета не берут пример с левитского священства Ветхого Завета. Что это нам не принадлежит. Хотя многое, что там есть в левитском священстве, о характере священников, о служении священникам, каким должен быть, какие требования предъявлялись к священникам, мы можем взять. Но наше служение священников Нового Завета не берется из левитского священства. Я хотел бы сегодня с вами поговорить об этом. И прежде чем приступить к этому, я хотел бы напомнить вам об избрании священства в Ветхом Завете, как было избрано левитское священство. Я говорил, что мы не берем пример, это не новозаветний пример, но есть качество, которое, именно качество, не само служение, но качество священников мы можем взять из левитского священства. И эта история, давайте прыгнем в историю. Аминь. Аллилуйя. Небольшое напоминание. Давайте откроем Исход 32 главу. Как было избрано священство в Ветхом Завете? Из кого оно было избрано? Вы знаете, что в Израиле было 12 колен, 12 патриархов, отцов, но почему-то Бог избрал именно колено Левиина на служении в скинии. И поймите, это колено, это не значит, что все были, стояли перед Богом, потому что кто-то носил шесты, кто-то там, что-то делал, вы понимаете, кто-то пек хлебы, кто-то там, разные вещи хозяйственные делал, а кто-то одевал эфод и стоял перед Богом и приносил жертву. Вы понимаете, да? Но все это, одно было лишь колено Левиина. Но вопрос, как они были избраны, почему Бог избрал их? Это поучительно для нас, друзья. Потому что это характеристика также человека Нового Завета, священства. Исход 32 глава вы открыли, да? И история такова, что народ израильский, выйдя из рабства египетского, видя чудеса Божьи, видя Божью славу,
реально слыша голос Божий, то, что видел народ израильский, я думаю, не видел ни один народ. Во всем то, что они пережили за короткое время, не видел никто. И не знаю, увидит ли еще. Но тем не менее, спустя 40 дней, как они проводили Моисея на гору, им хватило 40 дней, чтобы отпасть от Бога и сделать себе литого тельца и поклоняться другому Богу. Это не наша тема сегодня, почему они сделали это. Хотя очень поучительная. Но им хватило 40 дней, видя чудеса и знамения, которые никто не мог видеть до и после них. Вы представляете? То, что видели они, им хватило 40 дней, чтобы упасть в идолопоклонство. Я думаю, нам меньше времени понадобится, да? Нет? Больше времени? Или вообще не понадобится? Молодцы. Но это поучительная история. И смотрите, они отпали от Бога и сделали себе литого тельца. И когда Бог имел отношение и писал скрижали своим перстом на горе, в славе Божьей, Бог обратился к Моисею и сказал: все, теперь сойди вниз, потому что мой народ начал грешить, он отвернулся от меня. И Моисей с этими скрижалями в Божьей славе сходит, на полпути встречается с Иисусом Навином. Иисус Навин встречает его и говорит: отец мой, там внизу, наверное, война, потому что я слышу крик и шум. И Моисей говорит: нет, это не шум войны и брани, это шум песен, это шум радости. И Моисей, просто спускаясь с горы, увидел этого тельца, и весь народ, который приносит жертвы, он с гневом разбивает скрижали. Он приходит в стан, в гневе. Поймите, он был в славе и был в гневе. Вау! И поэтому, когда они увидели Моисея, который думал, больше не появится, тут он приходит, и приходит в славе и в гневе. И я думаю, что на них напал страх, друзья. На них напал страх. И Моисей стал посреди стана, и вот что он сказал. И я прочитаю с 25 стиха. Моисей увидел, что этот народ необузданный. Тоже это хорошая тема, можно зацепиться. Ибо Аарон допустил его до необузданности. Это уже другая тема лидерского семинара, друзья. До чего лидеры могут довести народ. Что ответственность является на лидере, как они ведут и как они служат народу Божьему. Моисей увидел, что этот народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности, к посрамлению перед врагами его. И стал Моисей в воротах стана и сказал: кто Господен ко мне? Кто Господен? Кто отождествляет себя с Богом и Иеговой? Кто отождествляет себя со своим Спасителем? Кто одно с ним? Кто принадлежит, кто считает, что он принадлежит ему? Подойдите ко мне. Это очень интересно. Из 12 колен Израилевых одно лишь колено, колено Левина, быстро стало и вокруг Моисея. И собрались к нему все сыны Левины. И он сказал им: так говорит Господь Бог Израилев, возложите каждый свой меч на бедро свое. Пойдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего. Вау! И сделали сыны Левины по слову Моисея, и пало в тот день из народа около 3000 человек. Ибо Моисей сказал: сегодня посвятите руки ваши Господу, каждый в сыне своем и брате своем. Страшная история, не так ли? Но для нас это поучительно. Это показывает нам характер священника, который посвятил свою жизнь Богу. И впоследствии это повлияло на избрание этого колена на служение Богу. Вы понимаете?
Вы удивитесь, насколько это перекликается с Новым Заветом. Потому что в Новом Завете Иисус Христос буквально, не в том, что мы должны убивать братьев и сестер своих родных по плоти или по вере, но Он буквально говорит те же самые характеристики. Помните, да? Буквально. Он говорит о том, что наше посвящение Богу, наше священническое служение Богу стоит над нашими родственными и близкими узами. Наше посвящение Богу и священническое служение Богу должно стоять выше наших родственных, братских, сестринских и всяких таких уз. Серьезная характеристика, да? Ну, вы можете это прочитать, я не буду читать это, но я думаю, что вы знаете эти места Писания. Это Луки 14 глава, 25-27 стих. А ну давайте, у кого есть Библия? Луки 14 глава. У тебя новый перевод. Луки 14 глава, 25-27 стих. Володя, пожалуйста. И кто с Библией быстро открыть может? И Алина, пожалуйста, открой Матфея 12 глава, 46-50 стих. 46-50 стих. Окей? Открыл, Володя? Читаем. Слова Иисуса Христа. С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего, а идет за мною, не может быть моим учеником». Жестко. Когда же он еще говорил к народу, мать и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему: «Вот мать твоя, братья твои, стоят вне, желая говорить с тобою». Он же сказал в ответ говорившему: «Кто мать моя и кто братья мои?» И, указав рукой своей на учеников своих, сказал: «Вот мать моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и мать». Вы видите параллель? Кто Господин? Мне нравится, что человек, посвятивший себя Богу, не идет на компромисс со Словом Божьим. Аминь. Это одна из характеристик. Но давайте вернемся в Новый Завет. Давайте вернемся в Новый Завет. Мы не будем оставаться здесь. Я говорю это об отношении сердца. Что человек, посвященный Богу, он предстоит перед Богом. И для него Слово Бога является наивысшим авторитетом. И вы знаете, это не значит, что мы должны ненавидеть своих близких. Вы знаете, это другая тема. Потому что Писание говорит, что, во-первых, ты должен заботиться о своих близких. Давайте вернемся в Новый Завет. И откроем 1 Петра 2 глава. Что Библия говорит в Новом Завете о священниках, о священстве. Очень интересно, друзья. Я говорю это о том, что я хочу видеть Божью славу в своей жизни и в жизни служения церкви. В жизни каждого из нас. И для этого нам нужно войти в священническое служение Богу. Аминь. И мы должны понимать об этом. И что Библия говорит о священстве в Новом Завете. 1 Петра 2, 4-5 стих. И смотрите, что здесь написано. «Приступая к Нему, к Иисусу, камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Писание говорит нам о том, что мы на самом деле являемся храмом Божьим, во-первых. Во-вторых,
и служителями в этом храме, как священники, правильно? И у нас есть ответственность строить этот храм и приносить духовные жертвы в этом храме. Представляете, да? И теперь тот стих, о котором вы говорили, 9. Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Вы видите, священство и царственное священство. Откровение 1 глава, 5-6 стих. 5 стих, это вторая половина стиха. Здесь написано: Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своей, и соделавшему нас царями и священниками Богу, Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Откровение 5 глава, 8-10 стих. И когда он взял книгу, то 4 животных и 24 старца пали перед Агнцем, имея каждый гусли золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря: достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил их Богу из всякого колена, языка и народа и племени, и соделал их царями и священниками Богу нашему, и они будут царствовать на земле. Аллилуйя. Вы видите, что Писание говорит в Новом Завете, что все верующие, это одно из откровений Нового Завета, очень мощное, говорит о священстве всех верующих. Вот с чем я не согласен с православными и с католиками, потому что они игнорируют это откровение. Священство всех верующих. Не каста священников определенных, а священство всех рожденных свыше. Каждый человек, уверовавший в Иисуса Христа, рожденный от Духа Святого, крещенный в воде, имеет призвание быть священником всемогущего Бога и царем. Это то, что мы прочитали, друзья. Вы понимаете? Священство всех верующих. Другими словами, каждый из нас, мы призваны в священство, служить Богу на Его условиях, приносить благоугодные Богу жертвы. Вы понимаете? Поэтому для меня очень важно, чтобы вы понимали, вы священники. Потому что если вы думаете, это он пастор, он здесь стоит, он говорит: вот это священник. А я ж не стою здесь, не говорю, поэтому я не священник. Друзья, не надо перекладывать на меня ответственность. Ваша ответственность такая же, как у меня. Служить Богу и приносить Ему духовные жертвы, угодные Ему, на Его условиях. Аминь. Священство всех верующих. Это то откровение, которое получил Мартин Лютер, католический священник, когда началась протестантская реформация, что праведный своей верой уже будет. Священство всех верующих. Поэтому все верующие, они священники и цари всемогущего Бога. Что делают цари, друзья? Цари правят, цари управляют. Что делают священники? Священники служат Богу. Аминь. Священники служат Богу. И когда мы говорим о священстве Нового Завета, я еще раз повторюсь, нельзя брать за основу левитское священство. Хотя есть существенное отличие, но есть также и много того, что приемлемо для нас, когда мы берем из левитского священства. Я уже говорил. Вы знаете, что в первый раз в Писании о священстве говорится не в контексте левийного колена, а в контексте Мелхиседека. В первый раз, вот почему я говорю, священство Мелхиседека выше священства левитского.
данного по закону Моисея. Я хочу, чтобы вы поняли одну очень важную вещь. К какому священству мы соотносим себя? Потому что сегодня многие верующие, когда говорят о священстве Нового Завета, берут и полностью перерисовывают левитское священство. Все, что должен сделать священник. Это взяла православная церковь, это взяла католическая церковь. Не имея понимания и откровения, что мы не находимся в левитском священстве, мы находимся на более высоком священстве, священстве Мелхиседека. И я хочу вам очень коротко показать вам это. Хорошо? Давайте мы откроем Бытие 14 главу и Евреям 4 главу. Как-то сделайте так, чтобы вы могли и туда подсматривать. Бытие 14 глава. Вы помните историю, когда Авраам, призванный Господом, у него были взаимоотношения с Лотом, Лот попал в беду, и Авраам со своими слугами, больше 300 человек, пошел против 5 царей и с помощью Бога одержал прекраснейшую победу. И возвращаясь после этой победы со всем богатством, возвращался на это место, и я прочитаю 17-20 стих. Когда он возвращался после поражения, вот тут перечисление этих царей, хорошо, я опускаю. 18 стих. И Мелхиседек, царь Салима, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. Я еще раз повторю этот стих. И Мелхиседек, царь Салима. Салим — это город. Впоследствии Салим стал Иерусалимом. Буквально Салим переводится как мир. Иерусалим, Иерушалаим, буквально переводится как город Божьего покоя, город мира. Иерушалаим. Это очень важно понимать, друзья. Мелхиседек, он был царем города мира. И он был одновременно и священником Бога Всевышнего. Царь и священник. И имя Мелхиседек — это еврейское имя, которое состоит из двух словосочетаний. Мелхи, что значит царь. И цедек, что значит праведность. Буквально царь праведности. Он был царь города мира, царем праведности и священником Бога Всевышнего. Вы уже чувствуете, куда мы приближаемся? Вы удивитесь, как пророчески исполнились Писания в Иисусе Христе. Вот почему мы должны рассматривать наше священническое служение не на образах левитского, а на образе служения Иисуса Христа и Мелхиседека. Вот почему сегодня многие спорят о десятинах и так далее и тому подобное, и они сами того не понимая, они уходят корнями в служение левитское. Говорят, это закон. Они не понимают, что мы в другом священстве. Когда мы говорим о десятинах, мы говорим о служении священства Мелхиседека, священства Иисуса Христа и взаимоотношении Авраама, который Писание говорит, является отцом кого? Всех верующих в Бога. Авраам является отцом нашей веры. И вот отец нашей веры принес 10-ю часть кому? Мелхиседеку, царю праведности, царю мира и так далее и тому подобное. Вы понимаете отношения, какие у нас вообще-то с Иисусом Христом? Когда люди понимали бы, в каком священстве мы призваны, в каком мы служим, эти вопросы просто бы отпали бы. И люди перестали бы, спорить по этому поводу. Но давайте мы вернемся.
Давайте мы напишем, написано. И Мелхиседек, царь Салима, вынес хлеб и вино. И вы знаете, что хлеб и вино являются атрибутами священника. Он был священник Бога Всевышнего и благословил его и сказал: благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал рабов твоих в руки твои. Авраам дал ему 10-ю часть из всего. Потом это перешло, конечно, в левитское священство. Но вы должны знать, откуда все это перешло. Угу. И давайте откроем Евреям 4 главу. У вас должно быть открыто, у меня еще нет. Неправильно, 7 глава. Евреям 7 глава. С 1 по 4 стих, простите меня. Ибо Мелхиседек, это уже Новый Завет, царь Салима, царь, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь праведности, а потом и царь Салима, то есть царь мира. Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божьему, пребывает священником навсегда. Аминь. Священство Мелхиседека выше и лучше священства Левиина, друзья. И вы знаете, что наш Господь Иисус Христос получил звание от Бога священник по чину не колена Левиина, а по чину кого? Это записано здесь, Евреям 5 глава, написано 5-6 стих. Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: ты сын мой, я ныне родил тебя. Как и в другом месте говорится: ты священник вовек по чину Мелхиседека. В чем разница, друзья? Я хочу, чтобы вы понимали, в чем разница. Я уже говорил, Мелхиседек — это еврейское имя. Вы знаете, что Левит и все то, что происходило с Мелхиседеком и Авраамом, это было до закона Моисеева. Потому что колено Левина, Библия говорит, оно было в чреслах Авраама. Еще было в чреслах Авраама. И когда Бог дал закон народу израильскому, и Он избрал себе, вы должны увидеть одну очень важную вещь. Бог разделил полномочия царя и священника в израильском народе. Цари избирались из колена Иудина, а священники из колена Левина. Царям запрещалось приносить жертвы. В истории Израиля только 2 царя, которые принесли жертвы. Первый из них — это Саул, который сразу же потерял свое царство. И второй царь — это Озия, который, принеся жертву, сразу покрылся проказой и был отстранен от царства физически. Запрещалось. Поэтому в Ветхом Завете, когда был народ израильский, я хочу, чтобы вы понимали, священство Мелхиседека и священство Левина. И мы возвращаемся к Бытие, когда встретил Мелхиседек Авраама, он вынес ему что? Хлеб и вино. И это атрибуты священства. Вспомните вечерю Господню. Когда Иисус, перед тем, как... А вы помните, что Иисус был из колена какого? Иудина. То есть Он был из царского колена. Но в тот момент, перед крестом, когда Он предложил хлеб и вино,
Буквально он провозгласил восстановление не левитского священства, а более высокого служения священства перед Богом. Он восстановил царственное священство. Вы понимаете? Он, как священник, предложил хлеб и вино своим ученикам. Тем самым переступив левитское священство и восстановив новозаветнее священство Мелхиседека. Поэтому мы сегодня, как священники, как вам? Нормально? Ничего? Понятно? Поэтому, друзья, мы сегодня должны брать пример в священническом служении Нового Завета не колено Левина и Ветхий Завет, закон, а намного превосходнее священство, в котором находится наш Иисус Христос. Он является и царем из колена Иудина, и священником по чину Мелхиседека, потому что Бог его так назначил и определил. Аминь. Вот почему мы в Новом Завете называемся царственным священством, царями и священниками Бога Всевышнего. Потому что в Иисусе все это было восстановлено. Вы понимаете? И поэтому наш пример в нашем служении священства – это Иисус Христос и Мелхиседек. На этом есть все, друзья, сегодня. Хорошо? Самое главное, чтобы вы вот это поняли. Я надеюсь, что вы поняли что-то. Хорошо? Потому что в следующий раз я буду говорить, какие жертвы должны приноситься в служении Иисуса Христа. В служении Мелхиседека какие жертвы. И это наше с вами служение. Вы понимаете? И когда вы знаете, что мы должны приносить и как должны приносить, тогда атмосфера в нашей жизни и вообще атмосфера в нашем служении Богу меняется, и приходят небеса и слава. Поэтому так важно знать эти вещи. Хорошо? Поэтому священники Бога Всевышнего, давайте встанем на наши ноги. Аллилуйя!